вами доктор Кострик. Кто не подписался на наш канал, подписывайтесь. На канале всегда стараемся говорить о важных темах для здоровья. Всегда учитываем ваши пожелания. Продолжаем тему фитоаптеки, зеленой аптеки. Давайте поговорим о шиповнике, его лечебных свойствах, применении. Шиповник – это кустарник из семейства розовых. Его широко используют в косметологии и фармацевтике, а также в фитотерапии и народной медицине. В настоящее время шиповник входит в состав многих косметических средств и пищевых добавок. Считается, что он оказывает иммунологический эффект. Шиповник – один из суперпродуктов, произрастающих в мире. Кроме того, в природе можно встретить несколько десятков видов этого растения. В шиповнике в несколько десятков раз больше витамина С, чем в цитрусовых. Знали ли вы об этом? Во всем мире растет до 1400 видов шиповника. Отдельные его сорта отличаются окраской цветков и формой плодов. Шиповник очень популярен среди травников, а самое ценное в нем – это его цветы и плоды. Это связано с тем, что обе части богаты, среди прочего, витамином С. Шиповник без ведома многих людей богаче витамином С, чем многие цитрусовые, повторяю. Среди прочих сортов есть даже такие, которые содержат в 100 граммах напитка 3500 миллиграмма витамина С, что в несколько раз выше, чем у обыкновенного шиповника. В растении, кроме витаминов С, содержатся витамин А, дубильные вещества, витамин К, Е, витамины В1 и В2 и пектин. Шиповник – колючий кустарник. Интересно, что каждый сорт растения нашел применение в фармацевтической и косметологической промышленности. Экстракты отдельных сортов также используются для производства пищевых добавок. Когда-то его использовали, среди прочего, для лечения бешенства даже, а во время Второй мировой войны был одним из основных источников витамина С и также для лечения раненых. Шиповник, лечебные свойства его содержат большое количество витаминов. Об этом я только что говорила. Благодаря этому его применяют при ангине, расстройстве пищеварения и воспалении мочевыводящих путей. Шиповник также благотворно влияет на работу печени и почек, укрепляет сосуды. Растение ценят многие люди, страдающие атеросклерозом, поскольку содержащиеся в нем флавоноиды снижают уровень реактивированного кислорода в крови. Употребление 3 плодов шиповника в день обеспечит организм полной дозой витамина С. Однако их можно перерабатывать различными способами. Любители настойки и вина собирают плоды шиповника с наступлением первых заморозков. В свою очередь, для производства джемов и других деликатесов шиповник следует собирать в период с июня месяца по август. Уникальные оздоровительные свойства шиповника обусловлены, среди прочего, из кверцетина, присутствующего в его плодах. По мнению ученых, этот ингредиент способен подавлять развитие клеток меланомы. В натуральной медицине шиповник веками используется для лечения заболеваний почек, поскольку он обладает мочегонным действием и способствует очищению мочевыделительной системы. Плоды шиповника – не единственные элементы шиповника, ценные с точки зрения здоровья. Его листья и цветы содержат флавоноиды с сильными антиоксидантными свойствами. Благодаря им также можно ограничить развитие клеток меланомы. Кроме того, семена шиповника содержат масло, содержащее большое количество витамина А, кислот омега-3 и омега-6. Шиповник широко используют в косметике. Благодаря содержанию витамина С и каротина он благотворно влияет на кожу. Наличие вышеперечисленных ингредиентов позволяет косметика с розой осветлять кожу, выравнивать ее цвет и оживлять ее. Экстракт шиповника также осветляет веснушки. Косметическая промышленность использует плоды шиповника при производстве кремов, тоников, гелей для душа, мыла и шампуней.
В косметической промышленности наибольшую популярность имеет экстракт шиповника. Розовое масло используется в частности для производства парфюмерии, поскольку имеет сладкий аромат. Интересно, что он также оказывает антидепрессивное действие. Розовое масло питает кожу и особенно полезно для чувствительной и сухой кожи. Его даже называют самым ценным эфирным маслом в мире. Поэтому цена косметического средства не самая низкая. Для производства 1 килограмма масла, необходимого для человека, нужно 5 тонн цветков шиповника. Только вдумайтесь. Розовое масло помогает при лечении сильных болей при мигрени, помогает в борьбе с морской болезнью и облегчает симптомы предменструального синдрома. Экстракт шиповника омолаживает кожу и нормализует работу сальных желез, а также является природным афродизиаком, поэтому помогает людям со сниженным либидо. Его можно использовать как для купания, так и для массажа. Он также уменьшает растяжки и предотвращает образование новых. Одними из самых популярных косметических продуктов этого типа являются кремы для зрелой кожи. Шиповник регенерирует клетки, то есть восстанавливает и придает коже ровный тон. Он также укрепляет контуры лица, однако не так уж много косметики только с экстрактом шиповника вы найдете. Многие из них также содержат масла других фруктов, например, косточек абрикоса. Экстракт шиповника отлично подходит для лечения растяжек, шрамов от ожогов и морщин. Кремы, которые содержат экстракт шиповника, эффективно регенерируют, как я уже сказала, то есть восстанавливают кожу. Благодаря им она становится здоровее и крепче. Кремы, содержащие шиповник, также уменьшают пятна и изменение цвета кожи и стимулируют выработку коллагена. В результате кожа быстрее возвращается в исходное состояние. Шиповник идеальный для повседневной косметики. Одним из них является, например, мыло с экстрактом розы, которое более мягкое, чем другие продукты этого типа. Любители мыла шиповника также ценят его за исключительно сильный и приятный аромат. Это отличное косметическое средство для людей с чувствительной кожей. Мыло шиповника играет большую роль, и имеет сладкий аромат, который быстро ощущается по всей ванной комнате, что тоже немаловажно. Вода шиповника также можно считать косметическим средством из шиповника, хоть она и является побочным продуктом при производстве масла шиповника, но не значит, что она бесполезна. Напротив, вода шиповника – это одно из старейших уходовых косметических средств в Древнем Египте. Ее использовали в том числе для очищения лица и добавления в питательные ванны. Вода шиповника также известна как гидролат шиповника, широко применяется в косметологии благодаря своим полезным свойствам. Она тонизирует, питает кожу, разглаживает морщины и способствует ее регенерации. Ее можно использовать как тоник, спрей для лица и тела, а также в качестве ополаскивателя для волос. Воду шиповника стоит иметь в шкафу у себя дома. Она полезна как для жирной, так и для сухой кожи. Вода шиповника помогает поддерживать нормальный уровень pH кожи. Она делает кожу более упругой и чистой. Косметическое средство по-прежнему отлично очищает поры кожи. Кроме того, она обладает еще и противовоспалительными свойствами, поэтому промывание водой шиповника кожи успокаивает воспаление и экзему даже. Продукт обладает антибактериальными свойствами и может использоваться для лечения шрамов и ран в том числе. Вода шиповника помогает уменьшить морщины. Она, как и другие косметические средства, содержащие экстракт шиповника, обладает антидепрессивными свойствами. Аромат воды шиповника оказывает успокаивающее действие и способствует расслаблению. Некоторые люди душат свое
пуховое одеяло и подушку этой водой, что помогает им лучше спать. Более того, она еще является прекрасным дополнением к ванне, после которой кожа станет мягенькой. Рецепт скраба из шиповника в домашних условиях. Пилинг маслом шиповника – это отличный способ увлажнить кожу. Многие его сторонники считают, что он намного лучше многих аптечных пилингов. Однако помните, что домашнее косметическое средство будет иметь несколько иную консистенцию, чем вышеупомянутый аптечный скраб. Поэтому он будет хуже прилипать к лицу, что не означает, что он будет обладать слабыми очищающими свойствами. Для приготовления вам понадобится 30 мл масла шиповника и около 14 граммов сушеных лепестков шиповника. Кроме того, следует купить кокосовое масло около 40-50 граммов и гель с гиалуроновой кислотой около 10 мл. Кроме того, вам понадобится сахар и овсянка примерно по 1 стакану каждого. Скраб из шиповника потеряет свои свойства примерно через 3 месяца с момента производства. Приготовление пилинга из шиповника предполагает смешивание отдельных ингредиентов. Сначала измельчите овсянку, добавьте сахар, кокосовое масло, масло шиповника и остальные ингредиенты. Лепестки роз следует добавить в самом конце. Стоит не забывать правильно измельчать сахар и овсянку, чтобы они не были слишком мелкими и не были слишком грубыми. Рекомендовано к употреблению еще чай из шиповника. Почему же его стоит пить? Пить нужно этот настой особенно полезно даже в холодные дни. Высокое содержание витамина С в чае шиповника делает его напитком, который помогает при лечении простуды и других состояний. С ослабленным иммунитетом особенно. Шиповник обладает противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. Приготовленный из него настой поможет при лечении заболеваний желудка, например, заболеваний двенадцатиперстной кишки и диареи. Люди, пьющие чай из шиповника, ценят его за благотворное влияние на внешний вид кожи. Настой содержит фруктовые кислоты, которые осветляют и смягчают кожу. Благодаря им эпидермис также становится более эластичным. Дополнительно можно использовать розовое масло, но убедитесь, что это не продукт, который содержит консерванты. Плоды шиповника также полезны для укрепления кровеносных сосудов и таким образом улучшения функционирования системы кровообращения. Чай из шиповника также является естественным средством для лечения артрита. Употребление шиповника улучшает работу суставов и положительно влияет на настроение. Любители розового чая утверждают, что регулярное употребление настоя сделает суставы менее жесткими и, следовательно, менее болезненными. Чай из шиповника рекомендуется людям, страдающим воспалениями тазобедренных и коленных суставов. Как приготовить чай из шиповника? Просто. Для приготовления чая потребуются плоды шиповника, которые собирают в период с августа по сентябрь. Помыв, нужно разрезать плоды пополам и вырезать серединку. Обратите внимание, мякоть шиповника несъедобна и может вызвать отравление даже. После того, как половинки высохнут, просто залейте несколько из них горячей водой примерно на 15-20 минут. Но не заливайте их совсем кипятком, просто горячей водой. Перед подачей настой можно немножечко подогреть. При приготовлении настоя важно правильно подготовить плоды шиповника. Прежде всего их следует очистить, как я уже сказала, от остатков серединки, и веточек, и цветков. Шиповник не должен быть мягким. При сборе шиповника рекомендуется надевать толстые перчатки, чтобы не пораниться. Стоит выбирать плоды среднего размера, поскольку они обладают наиболее сильным ароматом. Сок шиповника. Что же стоит знать о нем?
Это уникальный напиток, рекомендуемый людям в период выздоровления особенно. Его употребление также защищает сердечно-сосудистую систему, поскольку содержит фолиевую кислоту и витамин В12, дефицит которых вызывают заболевания указанной системы. Сок шиповника рекомендуется пожилым людям и всем, кто ежедневно живет в стрессе особенно и мало спит. Напиток способствует детоксикации и предотвращает нейродегенеративные заболевания. Сок шиповника можно использовать как добавку, например, к чаю. Многие люди используют его взаимозаменяемо с сахаром. Более того, этот напиток утоляет жажду, эта водичка. Да? Для приготовления нужно примерно 2 килограмма плодов залить кипятком около 2 литров. Затем просто нагреть, процедить и снова добавить кипяток. И можно добавить 5 граммов лимонной кислоты. В завершении настоять 10 минут, процедить, добавить сахар и разлить по бутылочкам. И храните, пожалуйста, в прохладном месте. И будьте здоровы при употреблении этого напитка. А я очень надеюсь, что информация была полезна для вас. Берегите себя и своих близких. До новых и скорых встреч!